Привет, 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 песеры и не песеры, господа и дамы, с вами Морж. 100 лет ничего не записывал на второй канал, но тут наткнулся на игрушку, совсем недавно она вышла, называется Share and Star Case, и меня просто дико завлекло описание. Давайте я пока нажму новое приключение, пока она будет загружаться, я расскажу, в чем тут суть. Короче, 70-е года, Центральная Европа. Ладно, мое имя не имеет значения, но для удобства можете звать меня Дезмонд. Я агент государственной секретной службы. Строй нашей страны всегда напоминал абсолютизм. Власть здесь принадлежит министерству. Как-то злободневненько. Министерство планирует вступить в Европейский Союз, поэтому необходимо уничтожить все обличающие улики. Опять как-то очень злободневненько. В их числе попали сведения об Оугроуве и страшных экспериментах доктора Левелина. Я получил приказ проникнуть на территорию Оугроува и забрать некоторые документы. Журнал местного смотрителя из кабинета в его доме. Документы, связанные с министерством, из лаборатории в особняке Левелина на противоположном берегу озера. Досье проводимых здесь секретных экспериментов из кабинета в экспериментальном госпитале. После сбора всех документов мне предстояло покинуть поместье, отыскав Харонову лестницу. Потайной ход, доступ к которому был только у Левелина. Я приступил к заданию, и в 10 вечера следующего дня попал в Оугроув. Ворота тут же захлопнулись, отрезав путь к отступлению. Вскоре я узнал много нового. И теперь хочу поведать миру о своих находках. Кодовое имя Дезмонд. И вот моя история. Короче, реально, в стране надо подчистить документы по каким-то биолабораториям, чтобы она вступила в Европейский Союз. Я, прочитав это описание, такой, так, я буду в это играть. Я 100% буду в это играть, я это пройду. Но почему бы не включить на самом деле записи и не показать все это дело вам? Я ожидаю, не знаю, я ожидаю трешака, на самом деле. Я ожидаю дичайшего трешака. Надеюсь, игра меня не разочарует. А если она окажется еще и интересной, то будет вообще, ну, просто 12 из 10 с мурашками на кончиках пальцев ног. Значит так, что у нас по предисловию? Меня зовут Дезмонд, окей. Мне надо забрать 3 документа, да, насколько я понимаю. И тут охренительно темно. Так, игра сохранена. Классно, и что, она зависла? Нет, пока не зависла, но как-то все прогружается, ну, не очень. И сказал бы я, графончик прям не выделяется. Пожалуй, в ту ночь жуткий скрип старых ворот должен был насторожить меня. Бегать я могу? О, могу. Дневник обновлен, таб для просмотра. Такс. Сменить зум. Ну, а как его посмотреть? Ага. Материалы, связанные с миссией, представляют краткое изложение событий. Прочесть. Такс. В 1976 году Артемиус, выдающийся доктор и граф, был официально признан пропавшим. Обстоятельства его исчезновения не разглашались, однако правда заключалась в следующем. За несколько лет до этого министерство завербовало доктора для участия в операции под грифом «Совершенно секретно», под кодовым названием «Проект Альфа». Основная цель Альфача была вывести. Основная цель проекта заключалась в испытании особых методов при подготовке и обучении шпионов нового рода. Но я же говорю, Альфача. Доктор Левелин дал свое согласие. При условии испытания должны были проводиться на территории его поместья, окруженного густой рощей. В этом месте был развернут экспериментальный госпиталь, оснащенный самыми передовыми технологиями того времени. Пропускная система, установленная вокруг Оугроува, активировалась только снаружи, что лишало альфа особей возможность самостоятельно покинуть территорию. Ну правильно, пошли бы по деревням доярок трахать. В 1976 году правительство закрыло проект и прекратило его финансирование за отсутствие значимых результатов. Однако доктор по неизвестной причине решил остаться вместе с пациентами в Оугроув. Поместье оказалось отрезано от остального мира. При этом граф осознавал, что выбраться за ворота самостоятельно у него не получится. Министерство отдало приказ силам безопасности и армии вести постоянное наблюдение за периметром поместья. На протяжении последних 40 лет никто не входил и не выходил. Вестей от доктора и пациентов не было. После закрытия проекта никто не посещал Оугроув. И доподлинно неизвестно, есть ли там выжившие. Участников испытаний оставили на произвол судьбы, о самом проекте, окруженном занавесом страшных тайн, все позабыли.
Ну что ж, у нас, судя по всему, великолепный доктор Артемиус, который остался с альфачами в одном поместье, запертый. И я думаю, там за 300 бакс они друг друга очень даже fucking слейв. Ладно, будем в этом всем разбираться. Я же говорю, я жду реально чего-то прикольного от этого всего. Больше информации никакой у меня нет. Вроде графончик, кстати, подгрузился, но стало более-менее. Холодный ветер пронизывает насквозь. Из-за гробовой тишины, царившей вокруг, чаще оказалась мертвой. Оу! Фонарик сломался. Тут хотя бы спасибо, что что-то объясняют. Реально, ребят, последнюю игру, которую я проходил, это был Скорн, и при всей ее красоте делать в ней нехрен. Я думал, есть тут кто живой. Наверняка те, кого заперли на территории поместья 40 лет назад, давно уже умерли. Так вот, реально, в Скорне ты просто идешь, непонятно зачем. Ты идешь, чтобы идти. Воу, кто-то побежал. Пока что не страшно. Не страшно. Побежал туда, может, надо туда тоже побежать. А тут как бы можно вот сюда, можно прямо. И можно вот сюда. Ну, сюда побежала девочка, по-моему, по силуэту. Или женщина. Передо мной возник величественный особняк Левелина на другой стороне озера. Такс. Порывом ветра меня подтолкнуло в сторону противоположного берега, будто поместье приглашало в гости. Но мне кажется, лодка находится в состоянии не работает. Но я не торопился. Сначала предстояло осмотреть чащу. Почему меня отправили вон в хрен пойми куда никто, 40 лет не заходил. Тут бегают альфы вместе с этим доктором. И мне даже не дали пистолет хотя бы. Например. Или... Тоталитаризм такой тоталитаризм, что меня из штрафбата сюда запихнули. Ну ладно. Ладно, с чащей пока разберемся. Меня вот этот домик интересует. Выглядит как домик. Опа. Я думаю, меня здесь никто не видит. Круто, если бы сейчас оттуда выглянул дед. Должно быть, это домик смотрителя. Он стоял прямо у причала и охранял покой особняка Левелина, словно верный страж. У меня такое ощущение, что мой главный герой какой-то такой книжек начитался. Ну, типа, нормальный человек так не разговаривает. Вряд ли вы такие подойдете к дому и такие: он стоял на берегу озера, как верный страж, охраняя покой особняка. Ну, это или поехавший, или перечитавший книг человек. Ну, так вот, с окна реально лучше бы сейчас высунулся дед и такой: вы кто такие, я вас не звал, идите нахуй. Это было прикольно. Такс. Вау. Загрузка. Блин, а у них тут еще и мир шовный. Я-то уж надеялся. Бесшовный мир, тут не так много локаций. Ну ладно, судя по всему, студия, которая выпускала игру, не такая уж большая. Это что-то типа инди-проекта, поэтому ладно. Надеюсь, хотя бы загрузки будут недолгие, потому что, наверное, самое напряжное во время загрузок просто сидеть и что-то рассказывать. Тем более рассказывать особо нечего, пока информации по игре у нас абсолютно никакой. Что мы знаем? Какая-то баба убежала в сторону причала и потерялась. Лодка не работает. Ну и домик смотрителя на втором этаже там кто-то есть. И все это не очень быстро загружается, еще и с какими-то подлагиваниями. Так, разлагалось? Блин, мне так не нравится это замыливание. Интересно, его можно убрать? Так, настройки, масштабирование, сглаживание ультра, постобработка, тени гамма. Да, судя по всему, не убрать. Я бы с удовольствием это убрал. Мне не нравится, когда он так выглядит. Текс. Бутылку можно взять? Нельзя взять. В темноте дом, который некогда жил смотритель, казался заброшенным и давно забытым. Таб добавлен для просмотра. Прочесть. Ну, а что добавлено для просмотра? Я побывал в старом ветхом доме смотрителя. В какой-то момент мне стало не по себе, несмотря на внешнее запустение. В этом месте все еще теплится жизнь. Да блин, ты, чувак, ты видел кого-то там на втором этаже. Ну, не тупим. Я понимаю, что этот дом верно охранял покой особняка, все дела, вот это вот поэтично и так далее. Там на втором этаже кто-то есть. Этот кто-то, может быть, сейчас реально меня поймает и сделает мне такой fucking слейв, что я охренею. 40 лет они тут. Так, ключик. На вид старый, но с функцией своей должен справиться. Сопрем. Почему бы и нет? Но домик смотрителя выглядит как-то... Хрен его знает. Ладно, 40 лет здесь никого не было. Кто стены пообдирал, а? Вот серьезно. Опа. Кодовый замок. А я что-то его не заметил сразу. Но здесь какой-то должен быть код, правильно? Код, который я должен где-то найти? 4 шестерки, ну. Неправильно. Ну, я и не знаю. Так, нажмите для открытия инвентаря и взаимодействия.
Я понял, ключ. Ключ мы использовали сюда. Игра сохранена. Мне вот эти сохранения каждые 3 минуты не нравятся. Сейчас кто-нибудь прыгнет. Вот отвечаю, сейчас кто-то прыгнет. Какая-нибудь ебака, которая на 2-м этаже там тусила. Такс. Внутри пахло сыростью и плесенью, а скрипучие стены и половицы хранили секреты прошлого. Картина какая-то. Газета. За какой год? Так, поразительно, как сильно может измениться мир за 40 лет. Отважные фермеры города сельского хозяйства. Доказательство нашего первенства в земледелии. Впереди планеты всей, аграрная страна. Блин, опять отсылочки. Ой, меня запинают за это все. Диссиденты арестованы. Ой, опять отсылочки. Злоумышленники, состоящие в незаконной группировке, задержаны. Изменники Родины распространяли ежедельные брошюры. Сложная информация, чтобы отравить умы честных граждан и внести смуту в ряды соотечественников. Преступников отправляли в психиатрическую больницу для перевоспитания и дальнейшей адаптации. Стоит лишь восхититься великодушием нашего министерства. Правительство продвигает современные технологии. Министерство на передовой науке. Турбоперманент стал реальностью благодаря великим умам ученых. Это высокотехнологичное устройство поможет сделать укладку прочной, как скрепы нашего общества. И отсылочки. А чудесные прически патриоток сделают родину еще краше. Чудесные, блядь, патриоток. Господи, господи. Это было бы смешно, если бы я не жил сам в такой реальности. Ой. Так, телефон. Телефон не работает. Телефон не работает. Есть еще сюда дверь, которая открывается, в принципе. Лестница наверх и здесь что-то, да? Давайте здесь начнем. Судя по всему, здесь у нас ничего... А, не, вот ключ. Ключ есть. Можно взять? Бери. Этот ключ находится в хорошем состоянии. Ладно, ключ подсперли. Здесь, наверное, больше ничего. Блин, вот я сейчас реально нахожусь в таком постоянном напряжении. Где кто должен выпрыгнуть? Потому что я чувствую, должны быть скримеры. Ну, типа, ой-ой-ой. Кто-то вернулся домой, кто-то побежал куда-то. Ручку дергает. Только я не понимаю, с какой стороны звук. Отсюда вроде. Отсюда? Заперто. В окна посмотреть нельзя. Фото. Старая фотография. Взять нельзя. Можно только положить. Сет теперь в галерее персонажей. Ладно, ну я понял. Хорошо. Есть какой-то сет. Так, на кухне было прибрано, будто кто-то совсем недавно ей пользовался. Но тут как бы банан не сгнивший, вот. Эту еду оставили тут не так давно. Вот видите, я тоже детектив. Яблоко. Хлебушек тоже есть. Бутылочка бухлица. Как они за 40 лет все не выхватят. Видно, что сковородка старая, но начищена до блеска. Похоже, ей недавно пользовались. Печка. Как я понимаю, мне вообще какие-то документы надо найти, а я тут, блин, по кухне лажу. Текс, это что? Табличка, на которой указано название картины. Двое старших. Это типа от этой картины табличка? Ну ладно. Так, оттуда я пришел, да? Оттуда я пришел. Здесь дверь запертая, фотографию посмотрел. Значит, мне остается либо... так, прямо я уже тоже тут был. Значит, наверх. Наверх искать приключения на свою жопу. Такс. Ветер задувал в окна, и храмы тихонько постанывали. Я говорю, главный герой... Опа. Главный герой какой-то поэт. Девчуля. Если она здесь 40 лет прожила, то она хорошо сохранилась. А при том, что здесь были альфы, я думаю, девчуля точно умеет хорошо прятаться. Так, никого нет. Ну и тут тоже, естественно, никого нет. Девчуля пропала. По-любому, либо призрак, либо еще что-то. Ой, там какие-то собаки. Там собаки играют в покер. Картина, кстати, известная картина. Известная картина. Эта комната отличалась от остальной половины дома. Тут было чисто и прибрано. Похоже, она принадлежала ребенку. В комнате оказалось уютно и тепло, а значит, кто-то недавно сюда заходил. Видимо, дома все же остались еще жильцы. Ну да, это вот известная картина вообще, собаки, играющие в покер. Еще один ключик. Видите, типичный ключ от сейфа.
Украдем. У ребенка по-любому был сейф. Такс. Ай. Ребенку эта книга показалась бы нудной. Насколько я понимаю, Дон Кихот. Дон Кихот. Предупреждение оставлено некой Дарой. Прочесть. Я столько лет искала эти журналы и наконец-то нашла. Жаль, только Деван и Сет оставили меня. Если вы читаете эту записку, бегите, спасайтесь. Не дайте проклятию Оугроуа настичь вас. Отыщите Харонову лестницу. Дара. Ну, как я понимаю, через Харонову лестницу мне отсюда и нужно выйти, но, как вы знаете, Харон это, типа, перевозчик в царстве мертвых. Поэтому явно оно все не просто так. Такс. Материалы, связанные с миссией. Ну, остальное... Дневник обновлен. Тут вообще, короче, перевода не сделали. Ладно. Не самая большая проблема. Так, ладно, что у нас по рисункам? Сэнк, Сет и я. Сета мы видели. Играли они в шахматы, рассматривали картины, праздновали Новый год, потом начали бегать какие-то хрени, зомби, не зомби. Судя по всему, Сет умер, да? Если это С. Сет прям превратился в скелет, и девочка смотрит на особняк. Ну, типа, их можно взять, может, на каком-то хоть подсказка будет, или какие-нибудь мысли. Или с первого начинать. Сет, Юйо. Ну, да, это я видел. Навидат. Интересно, на каком это языке? На испанском, скорее всего. Скорее всего, на испанском, но я могу ошибаться. Так, есть еще табличка. Табличка, на которой указано название картины 5 игроков, но это от собак вот этих. Вроде все, вроде больше ничего тут интересного нет. По крайней мере, активных объектов нет. Девочка показала мне свою комнату. Ладно. Вот здесь они, судя по всему, в шахматы и играли. А вот и девочка. Положить. Дара де Пукена. Теперь в галерее персонажей. Девочку зовут Дара. Так, поразительно, как сильно может измениться мир за 40 лет. 76-й год со дня рождения Господня Великое Министерство. Отважные ученые нашей страны. Первые на Луне. Очередное доказательство нашего первенства. Лидер министерства награжден медалью почета. День фертильности трудящихся. Ладно, господи, фертильность трудящихся. Еще один Дон Кихот. Либо авторам было впадло рисовать еще одну книжку, либо люди тут очень любят Дон Кихота. Картина. Табличка, на которой указано название картины. 4 сезона. Тоже, наверное, какая-нибудь отсылка к чему-нибудь известному. Но 4... Так, дверь я за собой не закрывал. Вроде как. Ну, справа ебака, слева ебака. Откуда ебака? Нету пока. Не страшно. Не страшно, пока что. Ага, даже посмотреть я на нее не могу. Ладно. Здесь заперто. Использовать я что-нибудь могу? О! Ключ подошел. Игра сохранена. Позабытая комната. Вероятно, спальня смотрителя. Интересно, что с ним случилось? Жив ли он? Но, судя по рисункам, он там в скелет превратился, как бы сгнил. Судя по рисункам. По-моему, смотритель немножко срал на матрас. Прям немножко сильно. Чашка. Такс. Похоже, это какой-то код. N1, N2, N3, N4. Номер 1 шахматная комната, кухня, столовая, комната Дары. Ключ к кабинету. 1, 2, 3, 4. Так, давайте я, наверное, в самом деле это запишу. Так, 1 шахматная, 2 кухня. Я уверен, что мне сейчас к рисункам надо идти. 3 столовая. 4 комната Дары. Дары. Так, записал. Сорянчик. Так, больше здесь вроде ничего нет. Я уверен, что мне нужно сейчас идти к рисункам. Опа! Очень пугающая внезапная корзина. Ну, корзина и корзина. Похоже, как когда-то она служила колыбелькой. Опа. Такс. Вот они рисунки. Значит, шахматы, кухня, столовая, комната Дары. Ну вот есть шахматы. Ну
Ну, что-то последовательность я не совсем понимаю. О, телефон звонит. Или звонит даже. Сюда я заходил? Тут что? Ага, сюда нужно было просто зайти, чтобы кто-то пробежал. Так, может, мне просто показалось, я толком не успел разглядеть, но там точно кто-то скрывался. Ну, и я тоже видел. Так, радио. Спуск вниз. Но сюда, походу, я не пройду, да? Да. Сюда я не пройду. Давайте здесь уже глянем, потом пойдем в телефон. Игра А, так, это сохранение, да? Я понял. Это типа комната сохранений. Ладно. Пошли брать телефон. Надо сказать алло. О, это этот Сет, или как его зовут? Чё говоришь? И тишина. И мертвые с косовыми стоят. Ну как его взять? О. Старый внутренний телефон с 7 цифрами. С его помощью можно связаться с другими частями поместья, особняком, а может, с этой постройкой. Так, ага, вот судя по всему, 1 это комната Дары, правильно? 2 кухня, 3 стол, столовая и 4 комната. Так, стучит кто-то. А где? Вы кто такие? Я вас не звал. Ну, вы поняли. Я думаю, это ученый. Он отдал смотрителю ребенка. И эта ребенка стала девочкой, судя по всему. Ребенка стала девочкой. Да, у меня, конечно, выражение моих мыслей просто потрясающее. О, я снова в настоящем. А куда трубка делась? Или ее и не было? Дневник обновлен. 2 мужчин. 2 мужчин и ребенок. Я их видел, но будто не здесь. Что это было? Отголоски прошлого? Чужие воспоминания? Ёбаная хуйня? Я бы так сказал. Так, ну у меня есть этот 1, 2, 3, 4. И у меня где-то здесь была комната с паролем. Я думаю, оно должно быть как-то связано. Где комната с паролем? Кстати, фотография пропала этого дядьки. Тут заперто. Где комната с паролем была? Я уже, блин, потерялся. Может, тут? Заперто. А можно использовать ключ, например? Не, здесь вообще ничего не дают использовать. У меня еще есть какой-то ключ от сейфа. Ага, вот. Ну и типа 1, 2, 3, 4. Вы серьезно? Неправильно. А что тогда я здесь не нашел или не понял? Так, ну отсюда я пришел, да, судя по всему. Что еще и где я должен сделать? Мне, скорее всего, надо найти электрический пароль. Кстати, да, если 40 лет сюда никто не проникал, то, простите, откуда у вас электрические замки взялись? И мне бы сейчас вообще определиться, какой сейчас год, потому что писали, что игра происходит типа в 70-х. 40 лет сюда никто не проникал, значит, началось это все в 30-х. Но при этом газеты 76-го года. Каким образом, я, если честно, не совсем понимаю. И куда идти, я тоже не совсем понимаю. Кухня. Вряд ли я могу связаться с кухней через телефон, потому что здесь я телефона вообще этого не вижу. Сейфов тоже что-то не наблюдаю. Тут я был, тут я забрал все, что нужно. Наверное, все, что нужно. Типа, единственное, с чем я бы мог взаимодействовать, это с телефоном. Но трубки нету. Как бы, мне бы трубку хотя бы, может, стало бы легче. Ну, игра, подсказывай, куда мне идти. Тут понятно, тут кто-то пробежал. Рация, сохранение. Там темно, подвал, ничего нет. Комната ребенка. Так,
фотографии какие-то, но здесь посмотреть нельзя. К чему картины, к чему отсылка, тоже не совсем понятно. О, рисунки. Они просто так или нет? Просто на рисунках я не вижу кухни, столовой и комнаты ребенка. Здесь есть только шахматы. То есть, если взять шахматы, что это 2? Не, а шахматы это 1. Какие-то 2 картины. Хрен его знает. Как-то все так. Так. Похоже, это какой-то код. Номер 1. Ключ к кабинету. Номер 1. Шахматная комната. 2. Кухня. 3. Столовая. 4. Комната Дары. Фуф. Тут есть номера на дверях, что ли? Вот она, комната Дары. Никакого номера я здесь не вижу. Вот вообще. Здесь тоже я никакого номера не вижу. Комната явно какой-то номер должна означать. Но какой? Табличка, на которой указано название 5 игроков. Так, если у нас комната Дары это 5. Дальше шахматная, кухня и стол. И столовая. Шахматная здесь где-то была. Вот она. Табличка. Да, вот она картина и табличка. Вот нахрена картины. Табличка 4 сезона. Шахматная, значит, это 4. Дальше кухня и столовая. Погнали. Погнали, я разгадал загадку, и я молодец. Я молодец. Вот к чему оно было привязано. Так, это, по-моему, на первом этаже у нас столовая и не столовая. Столовая и кухня. Так, с кухня... Нет. Столовая. Столовая это вот это, да, наверное? Вон она, картина с телочками. Картина с телочками. Тут у нас 3. Значит, столовая 3. И кухня. Последняя кухня. Кухня. Вот тут вроде, да? Вроде ж тут. Нет, не тут. А где кухня? Но она точно на первом этаже. Вот она, кухня. Так, с кухня 2. Значит, 4, 2, 3, 5. Погнали. Погнали. В кабинет. Такс. 4, 2, 3, 5. Enter. Вон и сейф заодно нашли. Игра сохранена. Хорошо. Такс. Давайте смотреть, что написано. Простите. По всей видимости, после экспериментов над объектами под кодом названием Альфа и Омега, доктор обратился к смотрителю с просьбой создать новый протокол для Дельты. Альфа, Омега, Дельта. Поймите, мне было непросто обратиться к вам с данной просьбой, тем более, что ответственность, которую я собираюсь на вас возложить, выходит за рамки ваших рабочих обязанностей. Я наслышан о вашем энтузиазме и осведомлен о причинах, которые подвигли вас работать под моим началом в Оук-Грове. И поверьте, я никоим образом вас не осуждаю. Полагаю, вам известно, что после провала проекта Альфа я запустил протокол Омега, в ходе которого особи подвергались более сильному химическому воздействию. В преддверии 76-го года, после долгих лет бесплодных попыток, я намерен создать новый протокол опыта под названием Дельта. Участие в нем примут всего 2 особи. Я приказываю вам и вместе с тем вынужден просить о содействии в моем последнем эксперименте. Дельта-терапия направлена на создание более развитых особей. Бояться агрессии с их стороны не стоит, поскольку мы удалили компонент, вызывающий побочные реакции у предыдущих группы подопытных. О ходе эксперимента мы будем сообщать друг другу в еженедельных отчетах. Сейчас будущее страны зависит от вашего патриотического настроя. С почтением к министерству и покорностью Господу нашему всеведущему. Артемиус. Ну, как я понимаю, скорее всего, девочка это и есть эта Дельта. Фотопортрет мужчины и маленькой девочки. Кажется, они оба были счастливы. Ладно. Вот так вот. Личная трагедия у кого-то...
разворачивается. Это отчет составил смотритель Сет, но так его и не отправил. Дара развивается без каких-либо физических отклонений. Со здоровьем все в порядке, пока я не замечал за ней телепатических способностей. Однако ее все чаще тянет к противоположному берегу озера. Я списываю этот интерес на любопытство, которое свойственно многим детям в столь юном возрасте. Все идет своим чередом. Да благоволит Господь ваш всеведущий вам и лидеру. Сет. Но это же Дарла, блин, мне говорит, что вали отсюда нахрен. Так, у меня ключ от сейфа есть. Открывайся. Еще один ключ. Ну, возьмись. Этот ключ открывает наружную дверь. Ладно. Похоже, этот журнал вел смотритель. Прочесть. Отчет о событиях 7 сентября. В 4 утра прибыл транспорт, обошлись без инцидентов. Ежемесячная доставка из госпиталя при отделе благотворительности министерства. После проверки свидетельства смерти я зарегистрировал 5 пар объектов. Что касается последнего, очевидно, у него не развита часть базовых функций. И согласно протоколу об одиночках, объект должен пройти стандартную процедуру утилизации. Эти экземпляры помечены как не прошедшие проверку. Остальные в ближайшее время будут размещены в свободных палатах. Первый осмотр в госпитале запланирован на завтра. Да хранит Господь наш всеведущий, лидера и министерства. Преданный вам начальник охраны Сет. Ну, ему, судя по всему... Первая часть найденных во время миссии документов. Ага, то есть вот первые документы я нашел. Ну, типа им трупы доставляли. И они потом с трупами что-то делали. И эта девочка тоже, скорее всего, труп? Ну, в теории. Так, право-лево. Сейчас... До сих пор еще никто не выпрыгнул. Меня это смущает, если честно. Потому что девочка пока такая не особо пугающая была. Ну, типа, есть и нет. Есть и есть, нет и нет. Как подарок на кассе. Так, ну, наверное, все. Наверное, все, я могу выходить. А, ключ от наружной двери. А я ж отсюда пришел или нет? Или нет? Или да? Вот еще дверь какая-то есть. Но ключ я не могу использовать. А где тогда выход? Выход? Вот это? О! Тут ключ можно использовать. Открывайся. Ну что ж, начинается загрузка. То есть я первую часть документов нашел. Наверное, игра будет, судя по всему, не особо длинная. Поэтому я считаю, что для первой серии достаточно. Итак, что мы сообразили за эту серию? По документам, что-то эти ребята делали с трупами. Была группа Альфа, Дельта и Омега. Стояла непроглядная ночь. Все вокруг окутал туман. Влажный воздух пронизывал меня до костей. Ну а сохранение будет? Так, ну я надеюсь, игра Да, вот, игра сохранена, у меня пробилась. Вот это, судя по всему, лежит... Блядь, ты чё оно тормозит-то так? Да господи, это скелет Сета, да, я понял. Судя по всему, катсцена. Вдруг в темноте блеснуло светлое. Неподалеку, прямо на земле, покоились останки смотрителя, который при жизни звали Сет. Но это я и так, блин, понял, без тебя, честно, без комментариев. Ладно, игра сохранилась. Само собой, вторая серия будет. Эту игру я собираюсь пройти до конца, поэтому не скупитесь на лайки, не скупитесь на какие-нибудь комментарии. Надеюсь, вы меня поддержите, а я с вами прощаюсь. Следующая серия будет завтра, почему бы и нет. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.